Привет, мои дорогие! Переехал я вот на такую красивую локацию. Сегодня выходной день, и я целый день бегал, гонял туда-сюда вещи. Но и поднакопилось достаточное количество новостей. Сегодня тема, вообще полная тема, это, наверное, о фронте. Поехали. Заявление Сырского, Покровск держим, Мирноград тоже держим. Но есть нюанс, дорогие мои. За щеку они его держат, и один, и второй. Значит, хочу вам рассказать вот те кадры видео, которые разлетелись. Они есть у меня в Телеграме. Высадки вот с этих блэк-ховков. Их 2 полетело, показали всего лишь 1. Вот. И вылет был 29 числа. То есть это не вчерашний вылет. Вчера только опубликовали. Российская сторона делала заявление, что они там положили этих десантников. Я вам сам говорил, что этих гуровцев, когда туда забросили, они начали говорить, что туда отправлен отряд. Все думали, что этот отряд будет отправлен как-то так пешим. Но отряд был отправлен, ну не пешим, я имею в виду каким-то транспортом. Но они поняли, что там находится килл-зона. И давай его на вертолете. Их там всех размотали. Всех. Есть кадры, они у меня в Телеграм-канале. Я вам покажу. Ну, они там уже у меня с ночи болтают, как их размотали. Показывают первые FPV-шки, которые были не на оптике. Их гасили, вот эти рэпчики, которые, ну, типа мобильные рэбы их гасили. А уже когда начали их находить непосредственно с оптики, ну, я имею в виду с оптоволокна, их начали уже, ну, их ликвидировали. И, по-моему, 30 числа. Вот их высадили, 2 дрона Ждуна, я вам покажу это видео, я могу его показать. Засекли, там еще обычные люди засекли, это снимали с телефона, также я вам покажу. Конечно, если, ну, это килл-зона, не забывайте, их сбросили в килл-зону, они ее обошли, можно так сказать, но Ждуны-то их увидели в любом случае, сбросили и дальше их теплаками обнаружили, где они находятся. Атаки на них есть у меня в Телеграм-канале, поэтому, дорогие мои, смотрите там, здесь я не могу ничего показывать, чтобы нас, ну, не заблокировали видео. Поехали. Сегодня уже Деспектатор пишет, кто спасет ВСУ в Покровске. Издание отмечает, что сегодня выбор между территориями и жизнями делается Украиной в Покровске. Военное командование Украины порой позволяет своим войскам быть окруженными и уничтоженными, вместо того, чтобы отдать приказ об отступлении. Российские войска ведут настоящую охоту на операторов БПЛА, а также активно устраивают засады. Украинское командование скрывало факт российского присутствия в Покровске до тех пор, пока окруженные в городе солдаты ВСУ не раскрыли правду СМИ. Теперь уже слишком поздно. Главный путь отступления, пролегающий под небом, контролируемый российскими беспилотниками, сократился уже до 2 миль. Это где-то 3 с чем-то, 3,2 километра, пишут британские журналисты. Единственный способ избежать резни – отдать приказ об отступлении, бросить технику и попытаться выйти небольшими группами, как это было в Авдеевке и Курской области, подчеркивает издание, дорогие мои. Дальше сегодня будет достаточно информации, то, что происходит в Покровске, без вбросов Сырского, который там что-то он держит. Я просто не могу другие вещи описывать, за что он может держать, но вы сами все прекрасно поняли. Поехали дальше. Вот кадры, как дроны-ждуны. Вот тут какая-то группа это делает. Вот они сидят на дороге, дроны-ждуны. У меня камеры покусывают, поэтому не обращайте внимания. Тут 26 градусов, если что. Вот один вертолет Блэхов пролетел, а справа до этого другой вертолет. Ну вот показывает, как... Вот видите? Это уже был FPV непосредственно на оптике. Сам непосредственно. То есть вот тут 2 кадра есть как. Ну и непосредственно от Military Public целая статья, огромная статья. Тут несколько кадров, которые я показывать не могу, кроме как вот этот. Вчера западными журналистами было слито видео вертолетного десанта того самого спецназа ГУР на окраину Покровска. Но прилетели-то они 29-го. Вот в чем дело. Это важная знаковая операция, которая доказывает, что вертолетный десант все еще актуален и может быть успешен. То есть с помощью вертолета можно преодолеть килл-зону и успешно доставить большую по нынешним меркам группу пехоту к позициям противника. Ну, это спецотряд вообще. Высадка в тыл, вероятно,
тоже возможно, но сопряжена с большими рисками. В данном случае десантировались у предполагаемой ЛБС на первой картинке. Ну, это я вам показывать не могу. Черный ястреб высадил 11 человек десанта и спокойно улетел. А десант, разделившись на две группы, попытался занять позиции рядом в районе заправки и посадки или промзоны. Однако, судя по появившимся далее видео, сделать этого не удалось. Несмотря на то, что вертолет и высадка прошла, хотя как минимум один дрон-ждун видел вертолет, это видео я вам показал. Сам десант потом нашли с помощью дронов с тепловизорами. Тут очень важный момент в том, что нужно разделять две фазы операции. Фаза десантирования, она была успешная. И вторая фаза — это когда их непосредственно сам десант, пехоту ликвидировали. И вот как раз берут по второй фазе, что если есть неуспех во второй фазе, тогда это означает, что неуспех вообще во всей операции. Причем второго вертолета мы не видим, хотя мы его видели на картинке, как он подлетал, вы видели, да, там на видео это. Говорят, что его сбили, но, знаете, украинцы не подтверждают, они ничего не подтверждают. Тут очень важный момент в том, что нужно разделять две фазы, это я вам уже прочитал. Сама высадка была, судя по ранним намекам, 29 числа, а не вчера или позавчера, дорогие мои. Уже после того, как информация стала публичной, что вызвало истерику в украинском сегменте и обвинение западных СМИ в работе на Путина через СМИ, было слито, что Буданов лично командует на месте, и даже его фотка, как он пафосно куда-то идет. Он находился 90 километров в Павлограде от этого всего и оттуда якобы командовал. Буданов большой любитель тупого пиара. Года два назад это был человек с самым большим количеством интервью во всей Украине. Но речь сейчас идет не о пиаре, а о том, что вчера Буданов как раз и не присутствовал на совещании у Зеленского. А первая информация о переброске ГУРа для стабилизации Покровска появилась еще 27 числа, в понедельник. Сейчас, по информации с обеих сторон, ситуация внутри Покровска не изменилась. Наши СМИ называют уничтожение гуровцев, то есть имеется в виду украинские СМИ, враньем. Однако это лишь слова. Тогда как со стороны России есть видео с довольно очевидным поражением пехоты в районе высадки десанта, и вряд ли это какая-то другая пехота. К тому же, если десант и правда был в среду, то прошло достаточно много времени, чтобы увидеть от него какой-либо импакт. А его нет. Понимаете, я вчера читал комментарии под это. Даже у нас в Телеграме там есть пробитые. Мы их не удаляем, когда даже они пишут. Вот, там, они все молились. Ждем, что сделают ребята. А их уже нет. Их 29-го высадили, их ликвидировали либо 29-го, либо 30-го. А вывалили только видео сейчас, и они сидят, ждут. Чего вы ждете? Конечно, они не верят, потому что все ожидали, вот как пишут, импакт, но ничего не произошло. План, похоже, был в том, чтобы занять позиции на въезде в Покровск у дороги на Гришино и тем самым обеспечить возможность переброски резервов уже на земле в Покровск. Но дроны с тепловизорами могли быстро найти гуровцев, помешали планам. Вы помните, да, когда начали говорить о том, что туда готовят специальный отряд ГУРа, потом, что его туда отправили, я сразу же сказал, что килл-зона. Килл-зона – это не пиф-паф, я вам уже об этом говорил. И давайте напомню о 2000 французах, о которых я тоже говорил. И также напоминаю, что уже пиф-паф из-за дерева, да, там, я не знаю, из-за куста или откуда-то еще из-за камушка какого-то. Как помните, все любили ходить там, где шины и все такое, стрелять. Я уже забыл, как этот называется движ, этот комарье летает, я вам говорю, просто маленькие, черненькие и вредные. И там уже не то, понимаете? Там самое главное — это найти оператора дрона. Вот они бросают все на это, ликвидировать его. Да? Вот сегодня был захват шахты, в которой как раз сидели вот эти операторы БПЛА. Это сегодня было. Я вам прочитаю. Ну и уже картина войны давно поменялась. Вот в чем дело.
Сейчас все стоит на киллзонах. На киллзоне с украинской стороны, на киллзоне с российской стороны. И благодаря ей как раз и есть вот эти продвижения. Они вяло текущие, но зато они не используют на максимум человеческий ресурс. Вот в чем дело. Самая основная задача расширения киллзоны – это захватывать пути для подвоза всяких там боеприпасов, живой силы и так далее. То есть всю логистику перебивать. И вот они так и делают. Как с Курском начали. То есть зашли на сторону Украины, перебили там эту дорогу, которая шла непосредственно туда, в Курскую область. И на украинской стороне они перебили эту дорогу. И уже после этого просто как карточный домик начал сыпаться фронт на Курске. В Курской области, дорогие мои. Ну и, дорогие мои, там уже пишут, что на последней картинке карты, которые по его же собственным словам, это чья-то карта, где есть 80% контроля. На практике же украинская пехота сохраняет присутствие, судя по всему, почти по всему городу. Там уже привычный для нынешнего этапа войны слоеный пирог. Ну, пирог, да, это там те, это не все рядышком друг с другом. Но это отдельные юниты без снабжения и связи со своими. Я вам покажу видео, как эти юниты выглядят. В целом бои идут за северную часть Покровска, которую ВСУ еще более не менее контролируют. Ну, это еще, дорогие мои. Так что ситуация действительно сейчас требует очень большого внимания. У нас опять Флэш говорит, что российские войска начали использовать новую тактику применения FPV-дронов. Об этом пишет украинский эксперт Флэш. По его данным, БПЛА «Молния», вот которая сейчас на фотографии, несет под крыльями 2 FPV-дрона с управлением через мобильную связь. Сброс осуществляется уже на позициях ВСУ, где эта связь работает. То есть «Молния» подвозит дроны в места мобильного покрытия ЛТЕ и сбрасывает за 5-10 километров до цели, пишет непосредственно Флэш. Ну, еще раз подтверждаю, что сейчас картина войны поменялась. И 2000, 20 тысяч будет туда бежать. Дронов немерено. Я вот сегодня смотрел эти кадры, я вам чуть-чуть покажу, пару секунд. На вот эту группу, ну, вот этих отдельных юнитов, двоих, там где-то 5-6, наверное, они использовали. Я не знаю, как там закончилось все. Ну, у этих двух юнитов, можно украинских сказать. Но не используется один на одного человека. Несколько дронов используется. И так прессуют очень жестко. Жестко. Очень жестко. Ну вот эти матроны, про которые я говорил, что там шахта, где сидели ВСУ. Ну, операторы ВСУ, БПЛА. Российские войска взяли шахту Матроны Московской на Константиновском направлении. Шахта ранее использовалась ВСУ как ПУ БПЛА и находилась всего в 3 километрах от железной дорожной магистрали Харьков-Константиновка-Мариуполь. Поэтому с потерей важного узла обороны ВСУ лишились также важного перевалочного пункта. Закрепление на данном участке также нивелирует непосредственную угрозу Торецку с севера. В то же время малые пехотные группы продолжают продвижение вглубь Константиновки. В настоящий момент бои идут у ЖД-станции, отбив которую войска противника смогут установить огневой контроль над крупнейшим в городе мостом через реку Кривой Торец, критически важным для маневра и логистики ВСУ в городе. На восточном фланге российские штурмовики теснят ВСУ в Предтечино, создавая условия для более плотного охвата города. Сегодня, дорогие мои, именно мы идем по фронту, потому что это одна из важнейших на данный момент мест фокусировки. Именно фокусировки. Поехали. Южно-Слобожанское направление. Российские войска продвинулись на 350 метров и заняли 30 зданий. Волчанске, на левом берегу реки Волча. В Синельниковском лесу ВСУ РФ, как это? ВСУ РФ. ВС РФ. Это Military Republic пишет ВСУ РФ. Такого еще нет. ВСУ РФ. Войска России заняли 5 огромных пунктов сил обороны Украины, продвинувшись на 400 метров. ВСУ РФ. Да, это интересно. Ну ладно.
бывает, люди опечатываются. Я это, ну, реально часто делаю, потому что у меня испанская клавиатура, у меня нету русского. Я с детства с компьютером, я не смотрю на клавиатуру, поэтому я могу промахнуться. Так что вы мне иногда пишете, что где-то там очепятка у меня. Я просто шмалю и все. Потому что, понимаете, актуальность это самое важное. Быстро взять, быстро записать, быстро спаять, быстро выдать. Все это сделать максимально быстро и качественно, самое главное. Поэтому я не смотрю. У меня ни одной русской буквы нету. Здесь у меня нет гравировки возможности, как это было в Украине. Поехали дальше. Вот этот вот полет со спецназом ГУР Покровского на вертолете UH-60А Black Hawk засекли российские дроны-ждуны, лежавшие в засаде на дороге. Я вам показывал это видео. Минобороны России заявляют, что все спецназовцы уничтожены. В то же время источники украинских СМИ это опровергают и заявляют, что спецназ продолжает стабилизационные мероприятия в Покровске. Официально Украина операцию не комментирует. Потому что она была в прошлом, она была неуспешна, они не могут это прокомментировать именно с точки зрения успеха, дорогие мои. Поехали, Днепропетровское направление. Российские войска, ну, пишут, захватили, вы меня корректируете, освободили. Я это понимаю, но я же должен прочитать вам оригинал. Это украинский военный паблик, military, на русском языке, который пишет, поэтому я вам и передаю как и есть. Если для них захватили, для нас освободили. Поэтому не надо мне здесь делать ай-яй-яй, замечания и что-то в этом роде. Окей, здесь скажу. Освободили Новоалександровку, расположенную менее чем 10 километров к юго-востоку от Покровского, важного узла обороны ВСУ. Также войска России атакуют в окрестностях Егоровки и Рыбного. Идут бои в Успеновке. Южнее российские силы продвигаются к Веселому и Зеленому Гаю. То есть, как мы видим, да, идет наступление. Идет. Постоянно. То есть, Зеленский всегда приезжает к Трампу и рассказывает Трампу о том, что Россия не выигрывает, они там за год прошли там 0,000 чего-то, да, там сравнение территории там африканского континента. И Трамп в это охотно верит. Хотя, по сути, вот я уже какую статью читаю, я видел где-то продвижение освобождения украинской армии каких-то, да, там, сел. Они пишут, что они освободили, а Россия захватила. Ну, хотя, с другой стороны, наоборот, по-другому. И там есть, но это те места, откуда выходит сама Россия. И они подчеркивают, они туда просто зашли без единого выстрела. Это чтобы вы понимали. Ну, они оттуда выходят, потому что идет перегруппировка. И все. Ну, вот два вертолета, которые заметили люди непосредственно. Вот они летят. Вот смотрите. Сейчас один. Вот летит этот Black Hawk. На очень низко. Такое ощущение, что он сейчас зацепит даже провода. Вот. И за ним сразу же идет второй. Вот. Но как мы все видели по кадрам, это произошло. Да, высадка была всего лишь одного самолета, точнее вертолета, а второго нет. А российская сторона как раз заявляет о том, что он был сбит. Ну и вот непосредственно кого высаживали, дорогие мои. Смотрите внимательно. Вот они бегут, быстренько, быстренько. Все, вот десант. Из 11 человек, ну тут поменьше, побежал туда, куда нужно, дорогие мои. Ну и сегодня заявление Илона Маска о том, что гражданская война в Британии неизбежна. Это всего лишь вопрос времени, дорогие мои. Поехали дальше. Тут интересная статья из Польши. Издание Onet пишет о том, что в Польше зафиксирован рост числа преступлений на почве национальной ненависти в отношении украинцев, сообщает издание. Да, в Польше сейчас очень большая ненависть к украинцам, очень сильная ненависть. Поэтому любое правонарушение со стороны мужчины, они даже девочек там ненавидят. Вот, потому что там поработали те украинцы, да, повели себя очень прекрасно с поляками. Ну, я вам скажу, что даже немцы заявляют, что самые невежественные, да, как это сказать, невежественные, вот, это украинцы. То есть арабы, индусы и все остальные, они не жалуются, как жалуются украинцы. И мало того, что жалуются, это
толстая свиноматка придет именно, вот хряк этот именно, и начинает там, во-первых, качать чумуны державную, вот это вот такое ощущение, как будто ей весь мир обязан. Вот с такой она подходит к полякам, к людям или к тем же немцам или кому угодно и начинает что-то выпрашивать у них. Ну и не просто выпрашивать, а именно требовать у них что-то начинает. Сейчас я свет поверну чуть-чуть, вот так, чтобы он был. Да. Вот так вот, чтобы был чуть-чуть свет, потому что его нет. Поехали. По словам социолога Пшемислава Садуры, по официальной полицейской статистике, за последние 2 года в стране на 50% увеличилось число угроз в адрес граждан Украины, на 70% случаев издевательств, а нападения на ксенофобской и расовой или религиозной почве выросли на 66%. Ну, я не думаю, что украинцы могут идти к расовой какой-то, и там, ну, ксенофобской не относится к украинцам, ну, вот то, что на национальной основе. Жертвами становятся представители самых разных групп, от молодых людей и активистов до людей среднего возраста. Вот как раз страдают все от этих активистов. Я убрал эту фотографию. Потому что активисты, они, знаете, такие окрыленные задачей партии, да, грубо говоря. И партия там типа нам сказала, деньги нам дала, и поэтому мы будем выполнять задачи партии, и страдать будут от этого все. И также в Испании то же самое на самом деле. Да и везде так. ОНЕТ приводит пример 5 сентября в Варшавском районе Белоленко. Группа украинцев подверглась нападению у магазина. Неизвестные оскорбляли их из-за национальности, а 3 нападавших мужчин 28, 36 и 41 год избили нескольких человек, выкрикивая, внимание, слушайте, что они выкрикивали: «Езжайте обратно» и «На фронт, бандеровцы». Это кричали поляки непосредственно. В отношении нападавших возбуждены дела уголовные, понятно, включая статьи о побоях, угрозах и оскорблении по национальному признаку. Но у поляков есть ненависть, это по волынской резне, мы знаем, слышим, они уже давно борются с Зеленским по этому поводу, да и с другими, там и Кулеба был, и, наверное, Польша как раз и попросила его вышвырнуть, после чего его вышвырнули, дорогие мои. Последние недели случаи агрессии участились. Украинцы подвергаются оскорблениям и унижениям в транспорте, магазинах и на улицах. Так, стилистка Алена, приехавшая в Польшу после начала войны, рассказала, что регулярно слышит в свой адрес враждебные комментарии от клиентов. И однажды в супермаркете в нее плюнула пожилая женщина. Мне нравится стилистка. Да? Стилистка, она стилистка. Да ты там обмотанная в этом флаге постоянно бегала, я уверяю. Просто постоянно бегала в обмотанном флаге, конечно, поляки не будут это... Видно же, патриотов видно этих, понимаете? Везде ты придешь, там все увешано. Даже вот мы в Испании видим районы, где именно живут большое количество патриотов. Так везде флаги просто. Везде. Вот они помечают свои территории этими флагами, конечно, и реакции соответствующие будет. По информации полиции, число преступлений, мотивированных национальной враждой, с начала года увеличилось на 41%. При этом наиболее распространенным нарушением стали угрозы физической расправы, дорогие мои. Комментировать уже нечего. Национальный банк Украины предложил ввести налог на международные посылки стоимостью до 150 евро, а также обложить налогом электромобили и товары класса люкс. Об этом пишет Forbes. Дорогие мои, они об этих 150 евро уже пишут бог знает какой год. Но хочу вам сказать, что это издевательство над украинцами. Это издевательство. Объясню почему. Потому что каждому украинцу сейчас нужно как минимум аккумулятор какой-нибудь, к этому аккумулятору какой-то инвертор, потому что есть вот такие, как у меня, это типа all-in-one, да, ты себе просто в розетку воткнул, свет включился, заряжается, свет выключился, не заряжается, понимаете? То есть, ну, как бы это удобно, это all-in-one. Тебе не надо там подключаться к общей системе и все остальное. То есть ты себе сделал один такой резервный узел, да, а другой такой. Некоторые просто ставят в щиток, да, где заход идет полный, и пропускают как раз через вот эту всю систему. Но это же нужно купить все. А это стоит не 150 евро.
Вот, понимаете, эти рукосои, куда руки засовывают. То есть на посылки, потому что людям нужны эти деньги. Ну, точнее, не деньги, а эти посылки. А денег-то нет, катастрофически нет. Понимаете, экономика-то не цветет во время войны. Даже молодой немец сказал, что при войне все намного хуже, чем при оккупации. Понимаете? Поехали. Тут хорошая новость есть, очень хорошая. Словакия выразила готовность присоединиться к инициативе по созданию блока стран ЕС, критически настроенных по отношению к Украине. Это мы слышали, да, что туда присоединяется у нас и в Венгрия, Словакия и Чехия. Они хотят вот как раз Чеха туда этого присоединить. Вот, Бабиши. Вот, поехали дальше. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя правящей партии СМЕР Любаш Блаха. Сейчас все такие, российские СМИ. Господи, дорогие мои, посмотрите в украинские СМИ. Уже потом после этого комментируйте российские. По его словам, возможность совместных действий между Словакией, Венгрией и Чехией вполне реальна, особенно на фоне растущего недовольствия курсом Брюсселя. Помните, я вам вот перед этим новостях читал о том, что Брюссель боится, что когда нужно будет отреагировать быстро по переброске там войск или чего-то еще, это займет кучу времени. Ну, пожалуйста. Но Чехия не находится возле границы, но Словакия, Венгрия и все. Несмотря на то, что Европа снова охвачена коллективным безумием, которое ведет нас к войне и хаосу, есть государства, где еще сохранились здравый смысл. Блаха призвал власти 3 стран к консолидации усилий и защите общих интересов, в том числе от давления со стороны ЕС и втягивания в конфликт на Востоке. Я бы сказал не ЕС, а ЕК, то есть Еврокомиссии. Ранее издание «Политика» сообщало о возможном формировании антиукраинского альянса при участии Словакии, Венгрии и Чехии. Ну, я думаю, туда и другие подтянутся. Хотелось бы, на самом деле. Эти намерения, в частности, были подтверждены в окружении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В Чехии также победила партия, выступающая против поддержки Киева. Навродский тоже вроде как был против поддержки Киева. Ну, как мы видим, да, быстренько переобулся. Людей так выкидывают, вышвыривают. Даже те, которые борются, да, там с Украиной, можно сказать. Вышвыривают всех просто. Поехали. Сегодня Залужный тоже делал заявление по поводу того, что нужно выходить из Покровска. Общая оценка ситуации: Покровское направление остается одним из самых сложных из-за сочетания открытого рельефа, недостаточной глубины обороны и высокой насыщенности противника артиллерии. Основная проблема заключается не в отсутствии мужества военнослужащих, а в неустойчивом планировании и недостатке реальных ресурсов. Я чувствую, помогал ему искусственный интеллект. ChatGPT ему помогал писать это. Ошибки оперативного уровня решения по проведению операции не сопровождались должным резервированием и логистическим обеспечением. На участках, где необходимо было иметь силы для ротации, действовали уставшие подразделения. Это привело к растягиванию линии обороны, потере темпа и невозможности закрепления после частичных успехов. Так Залужный является автор того, чтобы не отпускать, не делать ротации, демобилизацию убрать. Он же являлся этим. Проблемой координации, связь между штабами, это 3-й пункт, секторов была фрагментарной. Часть подразделений получала приказы с опозданием или без согласования с соседями. В результате возникли пробелы в обороне. На местах принимались инициативные, но не согласованные решения, что в критических условиях усиливало хаос и не помогало операции. Ну, вот еще один диванный эксперт у нас появился в Лондоне. 4. Информационная составляющая. Публичные заявления о стабилизации не соответствовали фактической обстановке. Это снижало доверие к официальным источникам и создавало дополнительное давление на командиров, которые вынуждены объяснять реальность, отличную от телевизионной картинки. 5. Ну, это такой, знаете, камень в огород Зеленскому.
Пятое, это он уже написал как выводы. Операция показала необходимость четкой вертикали командования без политического влияния на военные решения, критическую важность ротации и насыщения средствами РЭП и ПВО на уровне бригад, потребность честной оценки обстановки без эвфемизмов. Залужный, ты серьезно? И перекладывание ответственности. Мы должны открыто признать, любое отведение – это не поражение, если оно спасает жизни и позволяет перегруппировываться. Но только в том случае, если оно часть разумного плана, а не следствие хаоса. Ну, Залужный набивает себе политические баллы, мы это прекрасно понимаем, при этом Зеленскому он врет. Ну и вот вам сводка непосредственно от Украины, что происходит непосредственно на фронте. По состоянию на 1 ноября подразделения ГУР Украины начали масштабную операцию по зачистке города Покровск. Вы можете посмотреть эту масштабную операцию у меня в Телеграме. С целью окончательного уничтожения немногочисленных диверсионных групп России. Там несколько сотен, да, немногочисленная. Операция руководит лично Кирилл Буданов. Герасимов, боясь потерять должность, это просто топчик, доложил Путину о взятии Покровска, чем подставил российского президента. Теперь Путин живет в параллельной реальности, где его собственный штаб его же и обманывает. На самом деле город не взят, там идет зачистка, операция руководит лично Буданов. Хватит. Хватит. Это я вам показываю украинские СМИ. Да, дорогие мои. Ну и вот быстренько пробежимся по этим кадрам, дорогие мои, потому что пару секунд буквально. Все остальное у меня в Телеграме. Поехали. Нема возможности. Хватит. Хватит, там много мата. Кто слышал, там жужжание, да? И он уже кричал там FPV. И там их было штук 6. Кадры у меня в Телеграм-канале. Так что можете туда совершенно спокойно смотреть, чтобы нам не удалили вообще видео с YouTube. Поехали. Сегодня Рёбке тоже делал заявление, что Россия уже разослала западным СМИ приглашение посетить Покровск и Купянск. К сожалению, Рёбке, наверное, не получил это приглашение и жалуется теперь. Ну и хочу вам показать видео, где там бывший украинский штурмовик рассказывает о том, что будут делать те штурмовики, которые выйдут уже оттуда после войны. Слушаем. Зачем? Мои друзья все спят. Я один остался с бронемашиной. Мне не стыдно, что я обосрался. Я обосрался, да. Может быть, для этого я остался живой. Вот смотрите. Вот это правда, блядь, войны. Я штурмовик, я не водитель. Я не могу уехать. У меня прав вообще нет. И таких, как я, вот где я был, первый месяц больше 4000. А к чему это приведет, объясню вам, людям. Я ушел без оружия. А сейчас уходят на бронетехнике. Вы поняли, чем это пахнет? И когда они сюда придут в Киев, я общался с товарищем здесь, сказал, я приду в Киев только убивать, грабить и насиловать за то, что у меня забрали. Готовы? Встречать этих бойцов. Вы слышали, с чем он придет в Киев, дорогие мои? Печально, печально. Потом в барах, в ресторанах, я за тебя воевав, там, я там то, ты где был, ты трали-вали и все такое. Поэтому, дорогие мои, Украине еще придется многие вещи переживать после этой войны, которую развел Зеленский, разбогател и сбежал из Украины в конце концов. Так что так. Спасибо вам всем, дорогие мои, огромное за то, что поддержали по поводу ребенка в предыдущем видео. Спасибо еще раз за ваши молитвы, за вашу помощь. Всем подписчикам, всем, дорогие мои, всем. Врачам тоже огромное спасибо. Подписываемся. Обязательно подписываемся. Всех обнял.